Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Оксана Гудвин Винтаж. Продолжаю искать клад, не теряю надежды и ищу что-то интересное для своих коллекций винтажной антикварной бижутерии. Ну и, конечно же, посещаю различные свалки, помойки. В общем, в этот раз мне, не знаю, то ли посчастливилось, то ли нет, но нашла вот такой ящик. Ну, это прям ящик. Единственное, как вот тактильно, что я обнаружила, что крышка вот мягкая. И мне показалось, что-то это такое интересное. Стоило это чудо $2. Думаю, ну, если, как говорится, ничего нет, ну и нет. Взяла, потому что здесь вот я обнаружила вот такую надпись Calvin Klein. Ну, даже если там ничего нет, то, как говорится, коробочка мне сама пригодится. А коробка тяжеловатая. В общем, давайте не буду затягивать долго. Мне самой не терпится быстрее это все дело открыть, посмотреть, что же там такое. Это коробочка. Упакована. Так, ну сама коробка мне уже нравится. Calvin Klein. Смотрю, в отличном она состоянии. И сама коробка не закрыта, открыта. Хочу саму коробочку сначала рассмотреть. Да, здесь есть немножко вот потертости. Но думаю, что ее в порядок привести вполне возможно. Здесь такая шелковая ткань. Мне кажется, это натуральная кожа. Очень похоже на натуральную кожу. В общем, ладно, давайте. Что же тут? Она не пустая, вижу. Ну, я и в магазине поняла, что она не пустая, потому что я гремела. Гремела. И давайте будем разбирать, что же тут. В этой коробке хочу сразу все высыпать. И получше рассмотреть саму коробочку. Так. Здесь вот есть маркировка. Так, минуточку, хочу лупу взять. Кстати, вот внутри она очень хорошо сделана. Такая шелковая ткань. Все, как говорится, как нужно. Есть здесь этикеточка Calvin Klein. Косметика Company. В общем, что-то из косметики здесь было, по-моему. Теперь только остается догадываться, но сама коробка мне уже нравится. Не могла пройти мимо. Так, ну а здесь что за ерунду нам насыпали? Так, здесь жемчуг. Кстати, вот у меня жемчужных различных украшений много. И я, честно говоря, даже уже... Если вижу что-то не из натурального жемчуга, стараюсь не брать, не забивать, как говорится, свою комнату. Здесь вот что я вижу. Ну, вот колье. Хорошо в раскладке выглядит. Так вот, сфокусирую. Так, застежка. В рабочем состоянии. У меня похожее тоже есть. И здесь, по-моему, что-то не работает. Нет, все работает. Жемчужина есть немножко сход. Это пластик. Но жемчужина в хорошем состоянии. Пластик, думаю, что это 70-е. Коллекцию с жемчугом идет. Так, следующее. Это вот ерунду эту всякую часто выкладываю. Тоже на этом не буду останавливаться. Так, меня интересуют сами мешочки. Здесь я вижу, по-моему, серьги-клипсы. Нет, это серьги-пусеты с очень красивым кристаллом. Сережа пришел, привет. Что по поводу этих можно сказать? Очень красивый кристаллик сам. Свет поверну.
Очень красивый кристалл с красивой, хорошей огранкой. И вижу, что все кристаллики мелкие на месте. Очень красиво. Он очень похож на изумруд на самом деле. А что это вообще? Это стекло или натуральный камень. И очень похоже на позолоту. Хочется найти маркировку. Золото нашла, золото нашла. Так, ну... Если видите, напишите, пожалуйста. Бывает, маркировку пишут на самом вот гвоздике. Тоже бывает. Очень похоже на позолоту, между прочим. И очень качественные серьги. Как хочется сказать, а не Кельвин Кляйн ли это? Ну, думаю, что, не знаю, что-то, если вы можете подсказать, напишите. Но уж очень красивый кристалл. Можно было бы сказать, что это современные серьги. Но, кстати, вот такой дизайн, такая форма, да, она не выходит из моды. И, в общем-то, можно говорить и как о современных, да, украшениях вот такой формы, так и про винтажные. У меня винтажные, кстати, есть серьги на винтах. Тоже такой вот формы. Очень красивые. Так, следующий мешочек. Здесь ракушка. Чуть похоже у меня есть. По-моему, это кулончик такой. Да, ну вот часто встречается вот такая форма кулона, как ракушка с позолотой. У меня есть, по-моему, с позолотой, с маркировкой. Так, а здесь... Здесь, по-моему, нет маркировки. Цепочка в хорошем состоянии. Думаю, что это родная цепочка. Ну, кстати, вот я встречала, и там говорилось, что это именно 24 карата позолота. Но здесь ничего нет. Здесь никакой маркировки не вижу. Если видите, пожалуйста, напишите. Ну, такой вот обычный, приобычный кулончик с ракушечкой. Так, а мы идем дальше. Здесь дальше будут, я беру все подряд. Все запутанное, перепутанное. Что это? Посмотрите, это магнит. Так интересно, как это называется. Так, вот эта вот часть не магнитится, а вот это вот интересно. И это вот такой браслет холодный, магнитный. Я помню, магнитные бусы, да, такие есть. А это вот такой магнитный браслетик. Кстати, в отличном состоянии, без сколов, на хорошей резинке. Ну-ка, как он на руке. На руке он классно смотрится. Уже, как говорится, готов к носке, только его нужно помыть. Красивый браслетик. У меня тоже, похоже, что-то есть. Так, и это все запуталось на вот такую подвесочку. Здесь что у нас? Маркировки не вижу. Хочется найти золото, но, как говорится, не всегда получается. Не всегда удачно. Так, и здесь. Но здесь вот вижу все кристаллики, между прочим, на месте. Нужно только почистить. И вот такая вот планочка интересная. Уж очень похоже это на золото. Ну, как я уже сказала, маркировки нет. И такая необычная рифленая цепочка. Кристаллики все на месте. Цепочка вся в хорошем состоянии. Такой интересный предметик. Так, здесь что-то обычная черная цепочка. Ну, цепочки, кстати, всегда нужны. А здесь вот такая она необычная. Здесь шарики какие-то. Так, идем дальше.
Вот такой кулон. Мне кажется, что это пекинское стекло. И браслет, ой, и кристаллы голубые в отличном состоянии. По центру красивый кристалл. И здесь даже есть маркировка. Так. Н. Вижу букву. Вот здесь Н. И что-то еще. НР. Может быть так на Пьер. НР. Может быть на Пьер так сокращенно маркировали. Не знаю. Но очень интересный браслет. Мне кажется, что это были серьги или кулончик такой. В общем, такая интересная вещица. Так, следующее, что это вижу? Серьги. Парочка. Так, маркировки не вижу. И вижу, что это точно не серебро. Хотя могу ошибаться. Вот здесь такое потемнение, характерное для серебра, но маркировки нет. Такое вот потемнение, да, местами. Обычно серебро таким образом темнеет. Ну, вот такие вот серьги-кольца. Так, что-то я на них залипла. Ищу маркировку. Так, следующее. Вот такие элементы. Что-то, да, есть и второй такой элементик. Он похож на микромозаику, да, это такие микробисеринки яркого цвета. В общем, похоже на микромозаику, такие два элемента. Я думаю, что это сережки, может быть, это как-то вот так было. Ой, как бы не испортить. Возможно, это и вот так было. Мне кажется, ну, по стилю не подходит, да, как будто сюда что-то надо другое. Ладно, разберемся. Так, следующее это часы. Мне кажется, это что-то не из дешевых. Тоже у меня такие есть. Здесь вот потертости есть на часах. Так, раскрываются. Так, и тут что-то написано. У меня, кстати, часы тоже есть. Сейчас, минуточку. Разберемся. Женева, кстати, написано. Швейцарские часы, возможно, да? Металл. Безел написано. Так, так, так. Нет, здесь написано Китай. Вот такое что-то. Ну, такой циферблат. Не знаю, ходят или нет. Следующий вот такой браслет. Что-то с ним не то. Я поняла, что это такое. К тому же здесь вот и часы есть. Я думаю, что это вот Нарми. Здесь вот написано Япония. И я думаю... Так, они ходят, не ходят. И я думаю, что это браслет к часам. У меня тоже подобные есть. Но там другой немножко браслет. Я могу ошибаться. Сейчас. Да. Думаю, что да. Кто, возможно, с этим сталкивался, встречался, пожалуйста, напишите. Такое, раз такое. Вот. Думаю, что это так. Ну, тут вот деревянные бусины. Очень красивая бусина со звездами. И тоже имитация бирюзы. Здесь вот какой-то натуральный камушек. В общем, вот такие вот часы. В общем, по итогу, что сказать? Скажу честно, мне больше всего из всего вот этого понравилась сама коробка. Коробка Calvin Klein. Конечно, использовать буду ее для хранения различных украшений.
Жду ваших впечатлений, жду вашего мнения, что вам понравилось из сегодняшнего видео, пожалуйста, напишите. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.